я из Парагвая, я приехала учиться в России в 7 лет назад, наверное, уже, или будет 8 в этом году. Сначала я просто хотела остаться в Парагвае, учиться и все такое. Потом папа рассказал, что есть возможность учиться в России. И я такая, а почему нет? И я думала, вот просто разница между образованием Парагвая и России очень большая. Я думала, если есть возможности учиться не так дорого, например, как в Европе, почему нет? И поэтому решила учиться в России. Или как-то хотела просто выехать из Латинской Америки, не знаю. Тут, например, наука, не знаю, люди прямо науку занимаются, там ученые хорошие. И у нас вообще-то очень мало занимаются наукой люди. Или те, которые занимаются, это люди, которые как раз работают в других странах. Хотя я не думала, что я буду заниматься наукой. Но, например, вот расскажу историю так просто. Я закончила школу, приехала учиться в Россию. Первый год обучения. Вот у нас была физика, математика, химию. Для меня вот было очень тяжело химию, понимать химию и математику. И это не только потому, что это русский язык, я вообще не знала русский, это потому что как будто это другая химия, как будто это другая математика, как будто это мы не проходили в Парагвае. И вот мои одногруппники, вообще-то, для них это было первый семестр только повторение. То, что у них было уже в школе, да. Я такая, это что-то новое для меня. Я пыталась на испанском искать и все такое. Я такая, а почему мы это не проходили? Я не понимаю. Вот, что у вас с химией, я до сих пор не понимаю, но с математикой точно то, что вы проходите в школах, я не проходила у себя. Это, наверное, зависит от школы, но я не знаю. И это для меня было очень тяжело. И не только я об этом говорю, сестра тоже учится в России. Она тоже сама сказала, что вот, у нас ничего, очень плохие, но образование не очень, что мне из-за этого очень тяжело в России, потому что я не знаю, разница в образовании другой вообще-то, не знаю, как это объяснить. Не только я одна думаю так. Но я замечала, что у меня ошибки в основном в грамматике, потому что постоянно должна думать, какой это падеж, это что, и единственное число, множественное число. Но когда я приехала, я только знала, вот, я иностранка, я из Парагвая, привет, здравствуйте, и все. Учили 9 месяцев русский, первые 2 недели я такая, я уже хочу домой. Потому что я сижу, вот преподавательница учит русский по-русски, и я такая, я ничего не понимаю, что тут происходит. Я подумала, что я просто не смогу. И потом как-то, я не знаю, мозг так привыкла слушать все, что через 2 недели я хотя бы что-то уже понимала, о чем она говорила. И я очень боялась просто ходить куда-то сама что-то делать, потому что у меня в голове было это, что на меня будут ругать, потому что я не понимаю. И это было, когда я ходила в магазин первый раз одна, и вот кассир что-то сказал, я такая... И она начала такая беситься, что я ничего не поняла, я такая, я боюсь, она ругает на меня. И не знаю, вы первый... Когда мне уже... Сейчас, например, мне уже удобно, не стыдно говорить по-русски. Например, я вижу разницу, что когда я училась в университете, на бакалавриате училась, я не так общалась с одногруппниками, потому что мне было стыдно, потому что не знаю русский. Иногда я не понимаю ни о чем говорят, или я пока они о чем-то говорят, я только поняла, и я хочу что-то сказать, и они уже меняют тему, например, разговор. Я такая, как? А сейчас мне так уже удобно, что я уже понимаю, о чем говорят люди, что я могу сидеть на лекциях и уже понимать, что они говорят. А когда училась в университете, первый курс, второй курс, я ничего не поняла. Я просто сидела на лекциях и ничего не понимала. Просто так. И я самостоятельно потом должна была открыть лекцию, вот, презентацию и все такое, что и читать заново на испанском, потому что
не могла. И потом уже с третьего курса примерно я уже сидела, и мне уже было спокойно. О, я хотя бы что-то понимаю, о чем идет речь хотя бы. Я как раз, это посер difícil. Наверное, не все согласны с этим, но когда я приехала, я такая, вау, Россия самая лучшая, я хочу тут остаться, и все такое для меня самое прекрасное. И вот сами россияне говорили, а почему в Россию? Почему не в США? Типа, тут же все плохо. Я такая, я с вами не согласна. Я с вами не согласна, мне тут нравится образование, нравится вот транспорт, например, что тут безопасно, хотя россияне не согласны с этим, что тут безопасно, на самом деле, по сравнению с моей страной, это безопасно. И сейчас то, что мне не нравится, я замечаю, что у нас люди очень, как это забыла по-русски, amables. Любезные, доброжелательные. Да, очень прямо. Я, когда год назад я была в своей стране после 6 лет, наверное, 6 лет. И, например, в магазинах люди такие, ай, ¿cómo estás? Bien. Такие любезные просто, а тут нет. Я до этого не замечала. И люди, не знаю, я боюсь, например, ходить в МФЦ или в МВД или что-то делать, потому что тут люди как относятся к другим, и не только к иностранцам, а прямо к всем не очень. Когда я первый раз попробовала, как это называется, суп с квасом. Окрошка. Окрошка. Да, окрошка. Просто у меня была соседка русская, она меня пригласила, это я еще учила в подфаке, на подфаке, она пригласила к себе на дачу, к бабушке. И там они мне дали попробовать окрошку. Я такая, хорошо, попробовали. Я такая, что это? Мне не очень понравилось. А еще, что вот ее дедушка, он просто хотел, что я выпила самогон. А тогда я не знала, что это самогон. Он сказал, мы сами это все готовили. Я тогда, мне было очень тяжело понимать. И попробовала самогон. Это было когда? В 2020 году. А, наверное, 3 года назад я поняла, что то, что я выпила тогда, это самогон. Потому что я не знала, что такое самогон. Я такая, мне дали самогон, а я вообще русский не знала. Да, холодец я пробовала. Я не могу сказать, что я каждый день буду есть, но вкусно на самом деле, да. Наверное, просто видишь и типа не очень, но на самом деле, когда пробуешь, у меня такая же селедка. И когда я вижу, как будто это сырая рыба, но на самом деле вкусно. Просто как с закрытыми глазами можно есть. Я не могу. Просто у меня с мужем постоянно ссоры. Не ссоры, просто он любит зиму, холод, я не люблю. Мне это не нравится, мне постоянно холодно. И, например, сейчас, на прошлой неделе было тепло, и, например, все окна открыли, все такое. Я такая, я не могу, я закрываю, он открывает, я закрываю, он открывает, потому что мне непривычно до сих пор. Я больше люблю тепло, чем холод на самом деле. Очень сильно влияет на настроение, потому что первый год, когда я приехала, мне было, не знаю, наверное, депрессия или что, и такая, все так грустно, все так, не знаю. Я лично постоянно хочу просто быть в помещении, гулять, когда снег и холод, мне не очень нравится. А красиво один раз и все. И когда лето, например, или на прошлой неделе, когда было солнечно, я такая, настроение другое, прямо как будто ты, даже я пораньше просыпалась, и была энергия что-то делать. И тоже, я не знаю, у всех такое или только у меня, летом у меня напряжение о том, что надо гулять каждый день, надо гулять по паркам, выходить, потому что это лето скоро закончится. И хотя я не хочу, например, я просто хочу быть дома, никуда не хочу. Но у меня постоянно лето скоро закончится, надо выйти гулять или что-то такое. А я думала, в Парагвае у меня никогда не было такое ощущение, потому что там всегда солнечно, там всегда тепло. И если я могу месяц быть просто дома, не выходить, все нормально будет, потому что завтра все равно будет солнечно. И в России у меня такое ощущение, что надо гулять летом. Языковое предложение называется тандем. Я там хотела английский там практиковать, и он мне написал, потому что он тоже испанский знает.
И увидели, что я живу в Москве, и он тоже, он такой, ну, почему нет, написал мне, мы там просто, он хотел практиковать. И просто мы, не знаю, общались не знаю сколько, потом решились просто гулять. И, ну, не знаю, мы дружились очень долго, ну, через предложение, короче, познакомились. И так, он тоже знает английский, испанский, сейчас учит французский. Да, честно, вот мне кажется, что мужчины в России более серьезные в отношениях, чем мы. Чем мы. Я не могу сказать, что все такие, но менталитет, что вот надо работать, заводить семью и все такое. Но если ты с кем-то встречаешься, они думали сразу, что вот я могу жениться на ней на будущее. А у нас как будто ты можешь встречаться с кем-то 10 лет, но это не значит, что вы женитесь или что-то такое. Мне так кажется. 2 года. Учите еще русский. Так, вот мой совет всегда с носителями, ну, дружить с носителями обязательно, что и практиковать здесь. Потому что я замечала, что многие иностранцы просто со своими типа общаются, и поэтому плохо знают русский. И всегда с носителями, и тоже не только из-за языка, потому что то, что русские или россияне могут показать, например, свою культуру, пригласить себе в гости, и там ты культуру видишь. Не знаю, лично мне это очень нравится, просто ходить к подруге и все такое, к ним бабушка, например, видит, как они общаются и все такое. И мне, ну, когда у тебя нет семьи в России, ну, например, родители, мне это очень приятно видеть. И тоже мы tratan como su familia, и вот это очень приятно на самом деле. Когда, если, я еще заметила, если человек русский, тебя приглашают, так, я правильно сказала? Домой, это потому что ты уже ценный человек для него. Это я заметила на самом деле. И это очень приятно, очень приятно. Я просто всегда вспомнила подругу, которая была соседка, меня пригласила, и, не знаю, бабушка, дедушка очень любят меня. Я такая, почему? Я не понимаю, но это просто очень приятно. Я не могу сказать, что быстро принимаю, но если они принимают, это значит, что это честно, и это потому что они так хотят, потому что видят, что ты хороший человек на самом деле и хочет, чтобы ты был рядом. На самом деле, вот у меня была соседка русская, просто там она пыталась со мной разговаривать, потому что мы жили в одной комнате, и не знаю, с переводчиком, когда пытались общаться и все такое. И после этого мы гуляли, она потом еще пригласила домой, но это через несколько месяцев на самом деле. Пригласила к себе домой. По-моему, она тоже хотела показать вот культуру, и поэтому меня пригласила, может быть. И до сих пор мы дружимся уже будет 8 лет. Дружимся. И, ну, например, вот родители мужа, я сначала подумала, что они не полюбят меня, потому что я иностранка. Не знаю, вообще они не думали об этом. И на самом деле очень хорошо меня приняли. И когда я ездила к ним, сначала я просто знала родителей. И вот бабушка и дедушка, я их не знала еще. И когда я приехала к ним в другой город, где они живут, и, ну, пошла в гости, чтобы познакомиться уже с дедушкой, бабушкой и все такое, они обо мне все уже знали. И получается, что родители все рассказали им, откуда я, и все такое. И мне тоже очень нравится, что есть люди, которые интересуются, например, ты из Парагвая? Ну, например, подруга рассказала дяде, что я из Парагвая. А он перед тем, как я приехала к ним, он все показал мне, а тут находится Парагвай, а в Парагвае все. Они сами интересовались и читали про Парагвая. И я такая, как приятно, что вам это интересно на самом деле.